Что, привет всем, кто забрал на мой канал, с вами, как всегда, я Fingolt, и прохождение Vampyr продолжается, да. Vampyr. Так, надо уже начать этот квест, наверное, я не знаю, надо посмотреть. Блин, игра пока мне нравится. Мне нравится. Хотя я играю, что мне нравится обычно. Можно, конечно, как-нибудь не угадать, но... Вам тоже нравится, это главное. 11 уровень у меня. Ну, вот их полечить надо. Я же тебя лечил, нет? Переутомление. Ладно, надо сделать лекарство. Все хорошо, надо в доке заявиться еще. Все, открыл. Так. Лекарство от... О, правильно, от усталости. У меня есть. 2, целых 2. О. Ах ты ж зараза такая. Хоть чуть-чуть прокачался. Мне надо было тут выходить. А я что-то забыл. Ну, бывает. Как же вам вы надоели болеть, а? You again? Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. There is a thin line не between выделывайся. pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Goodbye, Mr. Fancy buying some? You never lose your... Right then. Тут крошечная, можно, конечно, кол прокачать. Ну, пусть будет. Я, по сути, так и ничего не покупаю.
Твой час еще придет. Так, это мне куда? О, в опасные места меня хотят. Ладно. Ну, раз так, то так, вон тогда. Эйби, привет, привет. Что-то у вас тут опять много. Хоть этого нету. С посохом. Ой, дело хорошо. А у тебя? Стоп, ну я в убежище зашел. Тут нет стола. Я шокол могу прокачать. Ну, это отлично, рад слышать. Ну, спасибо за лайк. Не, ребят, не на того напали. Туда надо как-то попасть, я понял. С тем мужиком поговорить. Угу, карантин. Вот ты мне не нравишься такое.
Вот и сыворотка пригодилась, а. Не, ребята, я уже чуть приноровился с вами бороться. Так что да. Так, просто теперь не дамся. Тут что-нибудь полезное вообще есть? И... Ничего, лишь обыскал. Ладно. Опасно тут, однако, опасно. Деньги. Что он делает? А, он слепой. All right, time to make some more of that miracle stew. О, Where is the bird? он химик. Это хорошо. По запаху, офигеть. Ouch, ah, shit. Ow. Ему точно нужна помощь. Shit, no more chlorine. Well, the next batch will be a little less miraculous, that's all. А, он лекарство делает для той женщины. Я понял. Почему он болеет? Я же вроде уже, да, увидел. Мигрень тоже. Мне нужно лекарство от мигрени. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Привет, Капибара, привет. Ага, вот такой-то, да? All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Вот так вы заговорили. Да, я пришел тут вам помогать. А вы... Давайте тут выполним квестик. Опять на кладбище? Ой-ой-ой. Ну, что делать? Пойдем. Потом, правда, в больницу, прокачать кол хотя бы. Я смогу. А дальше уже по обстоятельствам. Да, прям так. Жутковато. Ну и в то же время по-своему красиво. Что нам в поздний час? Хочется... Помню, что прошлой ночью на нее напали, она тут ходит. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Ну, Хантер, привет. Спасибо большое. Ох, не болеет. Уже хорошо. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind.
To be honest, I don't know. Please forgive me if I've upset you. We must all honor our departed loved ones in our own way. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Ну да. Вчера даже одного вот съел. О, удачи тебе там позаниматься. Спасибо за лайк тоже. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. You should not be by yourself. Grief can be a terrible trial, and it's even worse when you're alone. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Люблю помогать. Tell me how your husband died, Xiaoshun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Да уж. Геракл убийца, ну, может быть. Владик, привет-привет. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I wanted you to know that you have done nothing wrong. Unlike me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Опять нас отключили. Нехорошо. Ну, нам же как преподают с другой стороны героя, так что, ну, логично, что мы по-другому воспринимали. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Убедил. Хорошо. Goodbye for now.
Matthew, the world has gone completely mad. Теперь уж точно пора уже сюжет делать. Нет, тут светящиеся глаза, это значит, он бы телепортировался. Не люблю такое. Да сколько вас, черти? Да, лечение тоже надо качать. Надо кол качать. Да шо ж ты так орёшь, а? Ой, мне туда не надо. Живи пока, так и быть. Еще мерзко орёт. Противно. О, да... Что ж мне так не везет? Тут охотники. А, ну ладно. Ну иди сюда, сладенький. А что, мне их не убивать? Я хочу по сюжету, но они не дают. Да, надо укус прокачать. Я их часто кусаю. Не, надо ж тренироваться. Становиться большим и сильным вампиром. К тому же надо оружие качать, а из них может выпасть нужное мне. Ладно, ладно, этих скипнем. Опа. Ну, спасибо большое. Тоже там удачи. Я же говорю, да, надо качать прям. О, мусор. 2 бинта в мусорке, офигеть, а. Все так зловеще все еще выглядит, блин.
хотел, это как работает? Нет? Или, кажется, просто такой по приколу ради получается. Ну да, ладно. Я теперь могу кол прокачать. Пилу не могу. И зато кол я смогу сильнее их, быстрее оглушать. Это же прекрасно. Да, выносливость не так уж страшно. Быстрее оглушать. Хоть кол у меня фиолетовая. Урон на укусе. Наверное, подскрытый какой-то больше. Раз там, как я собираюсь, что в тенях подходить сзади и жертву свою кусать, и урон как раз больше. Можно просто пить. Возмущается, это смотри на него. Good evening. Good evening. I'd like... Wise choice, Doc. Да, тут нужного еще ничего нету. Ну, пока еще не часто. Я же только навык прокачать планирую. Так что да. Ну, укусом, вот просто урон укусом. Вот это я часто пользуюсь, я часто кусаюсь. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Да, 1000 примагемов? Серьезно? Ну, я просто на это заберу. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition
we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Ну давай. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. А завтра, блин, завтра ко мне гости. Не, завтра, кстати, как раз таки я не смогу вообще стрим устроить. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Ну ладно, привет. Забрать дракончика. Ничего страшного, думаю. Что, продолжим? Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Да уж, начинается расследование. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Что-то она мне уже не нравится. Возмущается что-то. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea?
Ты про что? Про то, что ты написал про дракона, не понял. В игре что пока понятно. Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Да, вредная. Женщина. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Так надо с ними поговорить всеми, да? Мгм. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Заболела, не заболела. Ой, я про нее еще много не знаю. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. What can you tell me about this? Let me guess. Goodbye. О, обновился It's locked. шкафчик. О, длинное письмо. Бирмингем, 27 октября. Привет, сестренка. Как дела в больничном городе? Больничном? Я уже тут с больницами. Как дела в большом городе? Здесь не очень хорошо. Похоже, тут снова свирепствует инфлюенция. И в квартале много больных. Помнишь мисс Шеллер, старуху пьяницу с 3-го этажа? Она умерла 2 дня назад. Мою квартиру уже заняли. Спать в кровати, в которой женщина только что умерла от инфлюенции, я бы согласилась только за огромные деньги. И извини, что не сразу нашло время, чтобы тебе ответить. Я ведь забочусь о малыше Поле, маме, папе и работаю на заводе. Так что времени написать любимой сестре не остается.
Кстати, мой сын передает привет тете Пипе. Видела бы ты этого сорванца, он уже сводит меня с ума. А мама просит, чтобы в следующий раз ты привезла один из этих чудесных тортов. В прошлом письме ты написала, что думаешь уйти из Пембургской больницы. Честное слово, Пип, не спеши с этим. На заводе всегда нужны рабочие, но платят хреново. А работа скучная, как день без страха. Кстати, у меня новый жених. И нет, сучка моралистская, я не шлюха. Так что если действительно хочешь заниматься не под счетом трупов, а чем-то более полезным, то лучше оставайся в Лондоне. И вступай в тот отряд, про который ты говорила, Стражи Привина, да? Я никогда про них не слышала, но если они такие, как ты говоришь, если это какие-то ополчения, которые хотят что-то изменить, то они тебе подойдут. Только ты не рвись в первые ряды. Мой бедный Билли так во Франции погиб. Слишком часто возглавлял патрули. Проклятая война. В общем, возвращайся скорее. А до того сообщи мне все хорошие новости. Любящая тебе сестра, Люси, Пол, мама и папа. Ага, у нас тут хочет кто-то в ряды охотников вступить. А ну-ка иди сюда. Good evening, Ned. Good evening, Doc. А ты опасный, я смотрю, да? Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Да, он вампир. Тут все Goodbye, Nurse Hawkins. про вампира как раз. В будущем с него можно получить 3000 опыта. Вампир и хороший доктор. Доктор Рид. Почему мне с Ютуба именно не приходит текст самое интересное? Мне приходит с рестримбота. Что за черт, извиняюсь. А ну-ка, я напишу. И... Нету. С Ютуба. Вообще нету. Ой, где-то мог что-то закрыть, окно что-то добавить. Вот так. Во! Появилась на Ютубе. Всё. Сейчас ладно, еще попросим что-то написать, и я точно смогу убедиться. Да, вот странный виджет, конечно, но что поделать. А ну, поразошлись, а, по углам. Сначала с сестрами говорят, понял, да? Крейн и Гринет, да, я понял. Я понял. А где Крейн? А! Еще раз. Я вашу напишу.
О, все. Меня это устраивает результат. Где сестры? Нужны мне сестры. О, еще одна. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ну все, я не узнал. О, According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, Nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. я поддержу ее. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK Medical Register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Согласен. Что за стикер такой? Ой, что-то непонятно. Ой, стикер. Смайлик. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Я и так все узнал. А я думаю, показалось. Значит, не показалось. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Ладно, меня пугает. Goodbye now. Так, и Дороти Крейн. Мисс Дороти Крейн. Опа. Это Пипа. Please, I feel sick. Get over here now. А... Где сестра Крейн? Я не понял. А... Pembroke is still standing after this epidemic. С этим я провалился. Через меня спасибо, ну. Да будет так. Где сестра Крейн? А, по идее мне показывает метку, куда идти. Погуляли что-то, да? Ну там что ли? Кто там? You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ну я вижу Кокоми, а... Это еще не пойму. Вот так, да?
Сестра Крейн нечиста. Ну тена. А я к ней хорошо относился. Что-то она мутит. Ну так, говорится, в тихом омуте черти водятся. Ну блин. Это даже обидно. Канализация. В канализации лучше, чем это. Каково? В больнице. Райден. Оу. Она превращает людей в вампиров? Я не понял. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Напали? Зачем мне? Шипов на пальце уже интересней. Ну тут видишь, пятна крови вроде как. Попытаемся его оправдать. Не знаю, кровь у меня вытесть, ну да ладно. Я пытался его оправдать, ну что ты это? А кто это тут у нас кричит, а? Кто это у нас тут возмущается? Да, вы знаете, я люблю полазить везде. Может, это не кричит тот ли чувак, которого просили найти. Я ж слышал звуки, а? Да не ной ты, а. Я понимаю, страшно, но что поделать. Ты уже спасли, радуйся. Сейчас я поговорю с тобой. Тут соберу, что есть. Хотя бы. Хотя бы так. Да, я любитель, ты это вообще. Я же Assassin's Creed Odyssey на 100% прошел, я же говорил. А там по-любому надо везде полазить для 100%. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Главное, да, у меня от головной боли ничего нету. Зато человека спас, а это ж моя привычка.
Спасает людей. А это двуручное еще. Да. Ну, тут такая механика. Там уже нет, я ж кусал парочку раз. Да у меня крови что? Кровь в запас есть, все это есть. Ну иди сюда. Просто ну вот они мне на 2 удара, вот эти. Я что-то подкачался, пока по сюжету не ходил, пока занимался другими делами. О! Изгнание дракона. А братцы Святого Павла. Я бы посоветовал членам нашего клуба с большой осторожностью относиться к этим так называемым ученым. Да, большинство относится к ним дружелюбно и с уважением, но для членов такого закрытого клуба, как Аскалон, было бы крайне неуместно говорить о наших целях, наших товарищах и наших традициях. Я бы также хотел напомнить о том, что само братство достаточно древнее, и у него довольно таинственные традиции. Одной из них, по сообщениям наших информаторов, может быть ритуал под названием «Изгнание дракона». Похоже, при определенных условиях члены братства Святого Павла проводят этот ритуал, если находят агрессивного или кровожадного бессмертного. В чем именно он заключается? Я не знаю. Существует ли он на самом деле? В этом я тоже не уверен. Но мне удалось установить следующее. Каждый представляющий угрозу для Лондона вампир бесследно исчезал после того, как братство проводило против него ритуал изгнания. Сам Фергал Банша был достаточно умен, чтобы не бросать вызов братству. Этот урок должны запомнить каждый из нас. Нельзя допускать, чтобы братство объявило тебя драконом. Закон Аскалона. Лорд Редгрейв, основатель клуба. Изгнание дракона — это намек на Дракулу, я так понимаю, тогда. В этом случае. Ну а что? До этого я страдал, прежде чем, кстати, вот так лезть. Все честно. Теперь могу их. Ой, что-то мне не нравится. Сейчас босс будет. Ой, я за таким дрался, и уровень был выше. Ох ты ж. Пёс. Ну да, сейчас он для меня был реально мини-боссом. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Если вы больны, и если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда, обращайтесь за помощью к Дороти. Никакого обмана, никакого платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. А, ну тут то же самое на другом языке просто. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Ну, тут вопросов. Почему это никаких? У меня уже вопросы. Сестра Дороти Крейн. Маленький на месяц или за месяц? Кактус. Не люблю кактус. Плохие воспоминания. I have this
Это здоровье не поднимает, крыска? Генерацию не даст? I can't believe I'm doing this. Ну ладно. Так получилось. Но у меня вот бонсай стоит, кстати, надо его сегодня полить. Просто как-то... Не помню уже точно, я долго... Не было меня дома. Несколько дней, может месяцев даже. Или я куда-то уезжал, или я не помню. Может, или в армии я был. Ну, не суть, вы поняли. Не было меня долго дома. Кто там уже орёт? Не было меня долго дома. Возвращаюсь, а у меня на окне, в комнате, где я раньше жил, с родителями, висел цветок. Кактус. Называется «Сачи уши». Можете загуглить. Это вот кактус, а вот как обыкновенно, только у него иголки не твердые, они мягкие. И они так как шерсть у животного, они так это. И вот, я пришел домой, лег спать, а просыпаюсь от того, что у меня везде колется. Оказалось, что пока меня не было, этот кактус падал. С окна его положили обратно, повесили. Но вот иголки каким-то образом разбросало по всей комнате. И я их вытаскивал из себя в течение недели, наверное. Это был реально кошмар. Это неприятно, потому что твердые иголки кактуса, ну, ты сразу как-то чувствуешь, ты их замечаешь. А тут нет. Так что да. Тут они вот как волосы. Вот, и непонятно поэтому. Ну да, история такая себе. Ну что есть. С тех пор кактусы я не очень. Что я помню, сколько я иголок себя достал. Вот как-то так. Мне кажется, у меня есть, а вот 2000 опыта есть. Тоже неплохо, если что, на будущее. Финсбери Гейт. Финсбери Гейт. А, ну через Финсбери Гейт пройдем тогда. Это тоже хорошо. Окей. Ну, я бы сказал, что так-то я жду, но вампир не ждет. Ой, ребят, у вас такой приятный левел. Просто вас забить можно, запинать. От этого страдал реально, блин. Ну, я пришел рано. Чё? Вот такой я игрок. Зато прокачался. Еще бы пилу прокачать. И вообще круто будет. Ну, я зато кол прокачал. Я могу оглушать их быстрее. Давайте побалуемся. Зря я покупал навык. Думаю, нет. А ты меня возмутишь, мышонок. Ну а что ж, хочешь жить, уми вертеться, как говорится, да? Сюда нельзя? А, я тут бывал. Что-то я как-то не так пошел, да? Кот. It's locked. А, как-то странное убежище, ну да ладно. Давайте с этих сторон вручную прям открыть. Ну да, что поделать. Такова механика.
Ладно. Пойдем так. О, и больница здорова. Вот, радостно это видеть. Радостно. Это все здоровое. Пойдем по привычному маршруту. Тысячу опыта. Тут стабильная хотя бы, тоже хорошо на самом деле. Тоже на самом деле хорошо. Ох, вы ж заразы-то такие. Да, и не говори. Не ваш день, ребят, не ваш день. Ты своей палкой, блин, не маши только. А ты нет, ты молодец, ты издалека стреляешь прямо, это, да. Хороший выбор. Не против меня. Масло. Кстати, вот часто, когда я в RPG играю, я бывает перекачиваюсь. Ну, любить куда-нибудь позаглядывать, поискать, найти что-нибудь оружие получше, прокачаться, улучшить. Вот люблю я вот это делом заниматься. Вот такой я. Темная ночь. Только скалы орут на улицах. Ага. Не, понимаю, что я так бы мог вообще быть отбитым вампиром, просто всех подряд кушать. И вообще было бы, мне так скажем, хорошо. Еще одну спусковой механизм. Еще один спусковой механизм. Совых прутов столько. А, плюс 2 у меня. Ну, хватает. Тоже хватает пока. У меня все в достатке, в принципе. Это, конечно, хорошо. Где? Ну давай я теперь. Что ты говорил? Выделываешься больше. Сейчас, подожди, полежи. Да сколько вас тут, враги? Да все понимаю, ну дайте мне. Ну. Было прикольно, убиваешь вампиров, типа, состояние там в районе улучшается. Убиваешь охотников, появляется больше охотников. То есть, ну, надо и было еще бы это, обходные пути сделать, конечно же.
Over Heaven. Привет, привет. Привет. Да сколько вас здесь? Я что? Да, я мертв. Ну же и жив. Как тебе объяснить? Я не знаю. Ну ты сам должен знать. Что вы такие вот это? Я вообще не трогал бы вас, если бы вы не агрились. И жил бы ты до... Ты 2 раза сделал эту ошибку. Утю-тю-тю-тю. Ну и ладно. Что из них особо и не падает, да? Да с кем они? Там так вот докопались. Вы живите, хотя бы вас травить можно прикалываться. Но не буду. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Найдем. Всех найдем. Good evening, Chris. Change your mind, Mr. Reed? Да нет, не передумал. Тебя я спрашивал, получается. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Потом справедливо. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Как ты плохо про меня думаешь, а? Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Хоть никто ничем не болеет, а? You never... Right then. Какой механизм? Как раз одного не хватало. Goodbye. Я вообще должен тебя полечил. Ты сам так разговариваешь, а? Нехорошо. Нехорошо. О, а тебя я не находил. А, ну я и не знал. А вы не знаете, кто я, да, я так понимаю? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. I must insist, sir. I have not...
Ну и... A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Что происходит? Это как-то странно. Must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Ну, ну это просто, так сказать, эмбиент получается на фоне. Тут же в городе эпидемия все-таки бушует, так что для атмосферы делают, так скажем. Good evening, Doctor. Can I help you? I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Goodbye, Mr. Вот это, как говорится, интересный поворот. Люблю всякие такое тоже. Да что ж вас... Ну шо, все, успокоился. Как поросеночек визжит. Вот именно. Не лезьте. Двое на одного. А один еще и старше по уровню. Все, допил. А я что делаешь, сюжета прохожу? Прошу заметить. Только перед... Вот это классная игра. Вот когда я за это 1,5 часа. Куда еще кресло? Теперь удобно. Ребят, пару минут отлучусь и вернусь. Пару минут.
Может, чуть дальше.
Так, я здесь, я снова с вами. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I... Он с тобой что-то провалил, но все знаю, да? May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'll leave you alone. Он что там поблескивает? Небольшой букет, в котором спрятан купон на бесплатный медосмотр. Ага. Hello again, miss. Я тебя раскусил? Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Ну да, расскажет она, конечно. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Оба. Письмо Дариуса Петреску. Мои дорогие и горячо любимые дети. Мне так жаль, что у вас несколько месяцев не было вести от меня. В Лондоне сложная ситуация. Я знаю, что могу показаться эгоистом и дураком вам, мои дети. Ведь вы все еще живете в стране, где идет война. Но здесь, в Англии, тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я пишу вам сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые, ведь вы уже взрослые, у вас свои дети. Вы знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Вот жертва, которую должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Поцелуйте от меня моих внуков и помните, что отец любит вас, даже когда находится в этой холодной стране. Любящий вас отец Дариус Петреску. Спать? Пойдешь спать уже? The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Не, ну хотя бы квест доделаю, да еще не 11. Еще полчасика хотя бы, чтобы до 2 часов стрим добьем. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are.
You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Ну да, то, что сказал, спасибо, да. Я увлекаюсь, не спорю. Тут вот надо хотя бы квест завершить. Не хочется оставлять его на полпути. Да, лучше заранее. Древние вриколаки. За все время, что я провел в путешествиях, больше всего меня поразили острова Средиземного моря. В особенности острова Санторини. Там, на его выжженной земле, я искал следы вампиров. Сам Геродот упоминал об этом острове в своем 4-й книге. И лично я убежден, что эта часть суши хранит в себе много тайн. Многие полагают, что на Санторини даже сегодня больше вампиров, чем в любом другом части мира. Даже больше, чем на Карпатах. Жители острова считаются специалистами по слежению вампиров или вриколаков, как они их называют. По местным преданиям, вриколаки — это мертвец, который не разлагается, пока вриколак может напиться свежей крови. Его лицо сохраняет ярко-красный цвет. Он может войти в дом только после того, как постучит. Ему ответят. Чеснок обрушает его в бегство. Солнечные лучи не убивают вриколака, но заставляют его кожу почернеть. Он может превращаться в волка и других животных. Больше всего меня поразило то, что данное название с небольшими вариациями распространено от Средиземного моря до Балкан. Не, у меня завтра на работу не так рано. Греки называют его Вриколакас, болгары и македонцы Варколак, а сербы Вукодлак. Да, мои дорогие братья, Вукодлак — это слово так похоже на еще известного нам Вулкот. Я написал всего несколько слов, а по телу уже бегают мурашки. Лично я убежден, что здесь нам противостоят какие-то протовампиры. А возможно, они недостающее звено в цепи между современными вампирами и существами, которые были до них. Если Господь даст мне достаточно времени, то когда-нибудь я вернусь на Санторини и найду след этого древнего и забытого существа. Утоляя жажду из источника знаний, Ашер Толтри, глава братства Святого Павла. Волкодав, но волкодав другое. It's locked, all right. Брандхита, мне тебе нечего отдать, а? А надо бы. Или от бронхит? Нет, бронхит я умею делать. Надо будет сделать ему отнести. Откроем. Волкодав, вообще-то волкодава начнем с того, что несколько игр. Ой, давайте я хочу старику сразу помочь, пока я не забыл. Мигрень, ты-ты-ты. Я знаю волкодава, который как слэшер там ходишь по уровням, мечом дерешься. А знаю типа РПГ, как Диабло. Вот. И вроде еще типа к Диабло, их даже две есть. Бронхит, да, там? Старика. Ой, когда-нибудь мне выпадут эти части.
Этот день настанет. А вот пистолет я могу улучшить. Это лучше оглушение, чем скорость стрельбы. По уровню, ну, получается, где дерешься. Да всякими. Так, нет, это сейчас меня в другую степь забросит. Да, вот сюда можно. Можно, кстати, что-нибудь взять старенькое, может необычное, может не очень качественное, попробовать поиграть. На стримах. Ну, есть пару еще идей для стримов веселых, интересных. Это будет сюрприз. Это будет, ну, как по мне, так необычно. Я так не играл. Игра будет знаменитая, а способ игры будет... необычненько, скажем так. Я уже заблудился, да? It's locked, all right. Сакрет. Ой, надо пройти уже, взяться Сакрет. Я ни разу не проходил так. Мне терпения не хватало, если честно. Но на стриме, не знаю, на стриме это как-то будет, может, не очень интересно. Ну, можно попробовать, конечно. А, я же хотел старика полечить. Я ж все-таки доктор. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Doc. Да я не одну, надо You Сакрет want to пройти, pick взяться up it, все-таки. Или для себя как-нибудь дома просто поиграть. О, я могу поузнавать, у него интересно. Do Давайте you его need some полечим. help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Не выделывайся. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever, too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Tell me everything you know. I do... Почему Tell me... подсвечивается? Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes. His manuscript is as pompous as he is starched.
No, there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or Вряд или нет. Who knows? I have abandoned my people ладно, for so честно. long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. А он нормальный, он ничего плохого особо это. У него немножко другая политика, просто мировоззрение, но не критичное. Я просто сейчас хочу разобраться, что они делают вообще. Кто там? Яна мне так пишет. Извиняюсь, ребят. Знаешь, смотря какой. Ты вот тоже вопрос так задал, ты его задал не конкретно. Подстава, я бы сказал, бы ты его задал. Что я же не говорю, что всех, у кого другое мировоззрение, надо убивать. Я говорю, что у него, ну, другое мировоззрение, но нормальное, ну, в рамках дозволенного. Или ты считаешь, что человек с мировоззрением, который там убивает всех вокруг, это нормально? Это же ненормально, так что тоже. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Ну, я его все узнал. И он, мне кажется, относительно, ну, полезный даже. К тому же мне аж надо, я же говорю, узнать, что же они мутят с сестрой Дороти. Просто зачем так подпольно, вот тоже непонятно. Скорее всего, они на свою эту переманивают, как сказать, политические взгляды навязывают людям. Ну, просто, мне кажется, ну, надо больше концентрироваться не на политике, а на лечении. Просто у тебя эпидемия в городе, в который ты приехала. Как бы, да, я позаботился об этом. В первую очередь. А так, конечно, да, хитро, что тебя лечат бесплатно, потому что, ну вот, они, получается, коммунисты, потому что вот за коммунизм. Подумайте, вступайте в наши ряды и так далее.
Так что тут двояко. Тут вроде как бы бесплатно лечат, но тут навязывают свою идеологию уже. По идее, я так понимаю, все равно их методы, что они все равно тебя вылечат, даже если ты не примешь. Но опять же, они рискуют, их же могут сдать, потому что они как повстанцы получаются местами. За другой режим. Что тут тоже двояко. Игра на этом построена. Письмо сестре Крейн. Лондон, 31 октября. Моя милая Доротея. Когда прочтешь это письмо, я уже буду на корабле, который отвезет Антона и меня обратно в Барасов. Англия не для нас, и если честно, я мечтаю поскорее увидеть гордые холмы Трансильвании. Когда вернемся, я поставлю свечку в Черной Церкви за то, чтобы ты пережила эту страшную эпидемию. Я знаю, что ты не одобришь мое решение, ты твердо намерена помогать нашим товарищам в Эстенде, но Антон мечтает вернуться на родину и увидеть, как начнется долгожданная революция. Он мой муж, и я не покину его. Мы с тобой часто спорили, ты хотела бы, чтобы я осталась с тобой и поиграла, помогала в клинике, но помни, если с тобой что-нибудь случится, если ты попадешь в беду и тебе будет грозить опасность, я немедленно вернусь в Лондон. С Антоном или без него. Пожалуйста, вспоминай меня так же часто, как я буду вспоминать о тебе. Нежно любящая тебя сестра Теодора. Ну тут так не серая мораль, тут... Не, ну по сути, жести не делается на черное-белое. Тут... Все относительно, все. Случаи некоторые вот надо ценить и оценивать в моменте, так, как говорится. Кто так активно реально пишет, а? Хоть оповещение отключаю. Ну, из-за этого делают сомнения, из наших взглядов. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. Да лучше с ней не советоваться, я понял. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Нехорошо. Жажда проснулась. I must first suture the artery. Find the wound. В первую очередь мы доктор, надо об этом помнить. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor.
Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Что не так? Не получилось. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Да уж. I doubt you're here to test my bedside manners. И тоже наехал. Я ей вообще пришел, стал помогать. Она тут на меня еще это наезжает. Ну как-то вообще. Некрасиво, однако. Не находите? I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Она не против, что я там по мелочи взял. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, Что ж вы меня все silver-spooned знаете, gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty, nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Ага. Гипнотизировать я как раз это открыл. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. A
I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Что район пострадает? Что уже не так? Что? Ну, столб. На месте. Что не так? Главная боль. Да что ж вы издеваетесь? У меня лекарство еще не открыто. В итоге мозг прокачал. It's locked. Почему район пострадает? I cannot Или... enter. Нет, тут заметил, тут местами перевод косячил. Ты что творишь, а? Сейчас дай закончить, я еще не выполнил. Вари, блин! Куда вы полезли, а? Нас сюда звали вообще, не пойму. Что за самодеятельность? Бойцы. Ну, может, сейчас узнаем. Пришли тут, понимаешь, буянить начали. О, зато 3500 опыта. Смотри-ка, все нормально, я так понимаю, надеюсь. А, ну это просто, так сказать, скрипт случился. Я думал, что-то более особенное произойдет сейчас. Ну, окей. Как раз 2 часа отстримили, можно сейчас, правда, двигаться к концу. Ну, получается, за сюжетные квесты дают хорошо, видишь? Что ж я опять по странным путям иду? Так, а теперь чисто прямо, да? Сказал бы, что не хватает быстрого перемещения, но в принципе, на самом-то деле, так нормально. Вот это не знаю, на сложном, чтобы ты страдал. Вот я тоже не люблю, когда сложно, вот слишком переусложняют режимы. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Намеренно. Проверим. Два брата-акробата.
Вот сегодня 2 босса прям. Ах ты ж зараза. А вы не мешайтесь уже. Он залагал у меня. Ну, ой. Ну, это потому что это сюжетный. Мне решили устроить ловушку, да? Ну, вампиру вообще не мне. Просто вампиру. Ну, попали на меня. Что ж, покойтесь с миром, я скажу. Мне дали новое оружие. О, старая дубинка для левой руки. Ну, может, не ушли. Ну, ладно. Да будет так. Ну, 4000 опыта. Прям хорошо. Есть куда расти. Надо поговорить с Эшбери. Точнее, леди Эшбери. А все еще здесь? Ух ты ж. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state.
Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, Your Ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Ну, это логично, мне кажется. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad? Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Драться с бессмертным вампиром. Я понял, что не просто, я понял, что вампира не искал. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Нет, ты не говори, давай без спойлеров, ты же знаешь, не люблю. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Много навербовали, я скажу тебе. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Вот хитрая. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Понимаешь, если бы я знал, я же игры спойлеры избегаю. Я не смотрю про них. Я максимум смотрю обзоры на игру, но не смотрю прохождение, там, кого можно было бы съесть безопасно, как лучше качаться, или... Я это все не смотрю. Если прям, конечно, не застреваю где-то, было ж пару раз вроде. Че у меня провод грязный такой? В чем он? Это пыль просто. Откуда только? Ладно.
And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Я с боссом Dark Souls помню, да, это спасибо. Да, там я и сам просил. Но Dark Souls немножко это другая игра, тут про сюжет же больше. Хотя Dark Souls тоже про сюжет, конечно, но немножко. Ну, отношение, может, у меня к другое. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Ну, сегодня, получается, двоих. Или... Ну, первый самый в морге, и вот. Зверь в канализации, два брата. What type of vampire is a Scowl? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Неплохо я наубивал уже. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but... are you my maker? Me?
goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Интересно, интересно, интересно. Now or never. С той стороны смотрим. Ну да. Доктор идет спать, и я пойду спать. Заодно кровь исследуем. Запасики пополним. Резвано. Что это? Выносливости. Разбавлен свежей кровью. Да, это с вампиров вроде дропается. Так, на всякий случай пусть будет пригодиться от бронхита. Вот эти. Хотя. Да, хватит. Сепсиса и. Уже хватает. Кадеин. И перманент калия. Этих штук у меня нормально всех. Вот это да, разберем. Более чем. Тоже более чем. Да не, мне интересно вот так будет самому открывать. But also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Уже глава 3. Ну все, мы главу прошли. Уже хорошо, я считаю. Тут здоровые все. Я рад. Тут я кого мог полечил. Тут осталось такая... Башка болит. Стабильная хотя бы. Тут я еще не был. Да, так и не вернулся. Но тут стабильно хотя бы опять же. Да. Так, я ничего не могу прокачать из своих пушек, так сказать. Ну, блин, да. Целых 5. Ну да, мне кажется, его прокачать прям 41. 35. Ну тут если добавлять. Не так уж. Пистолет. Дробовик, не знаю, как-то я не пользуюсь огнестрелом, хотя... Кажется, может бы и не мешало бы. Мачете я бы тоже хотел себе. Ну вот есть топорик, конечно, прикольная штука. Но, опять же, запчастей много надо. Да. Пока получается не будет. Надо сейчас решаться, что качать. Надо решаться. Это я не могу, это очень хочется качать. Это какой уровень нужен? 12-й. Повышает урон от укуса в бою. Вот что мне. Я вообще не повышал. Вот что я хочу прокачать. 150% урона. То есть сзади подошел.
Очень больно укусил и пошел. Сердце, ты имеешь в виду прокачать лечение? Блин, да надо. Тут ты прав, надо, навык полезный. Так, тени прокачал, что хотел. Реально урон от укуса. Исцеление 600. Да, их часто кусать теперь надо. Триста единиц. Надо их бросить. Везде 600 уже надо, да? А вот. Нет, 300. И 600 тоже запас крови. Я жажда то же самое. Сыворотками особо не пользуюсь. Да и патронами. Оставить, сэкономить, значит. Ну да. Оставим. Да, ты прав. Тут, да, лучше сэкономить. Опа. Интересно. Исчезновение Уайт Чепеля. За последние несколько недель без вести пропали десятки людей. Свидетели выстраиваются в очередь, чтобы сообщить полиции о таинственных исчезновениях. Подобное происходит по всей стране, но в последние 24 часа подавляющее большинство обращений поступило в участок одного района лондонского Уайтчепела. Призванным и нет... Ой, извиняюсь. Презренным и невидимым всеми, Истен вновь оставлен на произвол судьбы. Несмотря на показательное бездействие властей, многочисленные местные жители все же доложили в ближайший полицейский участок о необъяснимых исчезновениях своих родственников и соседей. Что случилось со всеми пропавшими? Где они? Единственное, что их связывает, тяжелое состояние здоровья и нужда в медицинской помощи. До недавнего времени местные получали ее в секретной амбулатории, которую держали неизвестные добрые самаритяне. Теперь же она закрылась, а ее хозяева давно не дают о себе знать. Нашли ли исчезнувшие другую, более тщательно скрытую лечебницу? Может быть, их тайно перевезли в официальную больницу? Рано или поздно комитету здравоохранения или при совете лондонского графства придется ответить на эти вопросы. Судьбе столпа. Пропавший горожанин. Твою-то за ногу, а? Не надо было гипнотизировать, да? Кошмар. Стабильная. Блин, а? Кто знал? Кто знал? Да уж, ребят. Нечего сказать. Как это оказалось? Скажем, так критично, а? Не надо спойлерить, не надо у него. Может, я найду? Я просто... Ладно. Ладно. Да будет так, что сказать. Уже. То сделано, то сделано.
Ребят, будем заканчивать. Мне кажется, было более чем интересно. Прям. Что пассивно не прокачиваем. А, ну вот эти, что патронов больше носить, это может позже прокачаем. Вот это теперь будет интересно. 150% урона плюс. И больнее кусаться. Да. Что да, ребят, спасибо за вашу компанию, за ваши лайки, просмотры, комментарии, подписки, да. Спасибо за все. Ну а с вами был я, Fingolt, Vampyr. Или, как они говорят, что называть их, Экон. Поняли? Экон. Да. С вами был Экон, Fingolt. Fingolt Экон. Вот все. Вот они, мы, бородатые дядьки. Что да, ребят, всем удачи и пока. Да, и доброй ночи. Доброй ночи, не засиживайтесь. Ой. Блин, я в шоке. Не, вот так классно, да не знаешь последствий, но и подмывает переиграть, ну переиграть уже все, так же нечестно, так же не будет интересно. Это же, ты же не знаешь, что будет дальше. Эх. Ой, я же забыл, я же выходил в меню, чтобы красиво было. Ну, в следующий раз.